Во времена Екатерины II наконец-то Россия покончила с большой многовековой угрозой с юга. При Александре I население Новороссии с учетом переселенцев и детишек 1,5 миллиона. За несколько десятилетий в 15 раз. Царство польское. Назовем это неудачным экспериментом русского либерализма. Общество декабристов возникли как патриотический порыв офицеров, до которых дошло, что власть может в своем полонофильском экстазе действительно вернуть земли, возвращенные кровью русского солдата. К моменту образования царства польского население Польши 2 миллиона 700 тысяч человек. К началу Первой мировой войны не прошло и 100 лет, 12,5 миллионов человек. То до 19 века ничего такого, что сейчас называется Финляндией, в природе не существовало. Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа Рутюба. Мы решили на Рутюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему YouTube и все другие носители лектория Достоевского и специальный канал «Рассказы из русской истории». Дорогие друзья, мы продолжаем наш курс, где мы пытаемся рассказать от Рюрика до позднего Советского Союза, как формировалась наша Земля, как собиралась самая большая, самая прекрасная страна на планете. И сегодня будем говорить о восточной политике Российской империи в XIX веке. Мы привыкли к штампу «Россия – страна-цивилизация», особая, необычная империя. И вы знаете, нигде это не проявляется так явственно, как в отношении нашей имперской политики на Востоке. Автор «Маугли» и термина «бремя белого человека» Редьярд Киплинг сформулировал одну очень четкую и популярную мысль. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Фраза известная, но мало кто помнит ее продолжение. Но Запада нет и Востока нет. Нет наций, родов и преград, когда двое сильных и смелых мужчин друг другу в глаза глядят. Так что вот знаете, бремя белого человека в понимании прекрасного писателя Киплинга, в этом нет ничего оскорбительного, в этом нет ничего российского, то, что пытаемся мы сегодня найти. Это просто такая философия. Белый не противопоставляется цветному. Есть сильные, смелые, белые англосаксы, протестанты. Такой устойчивый термин в западной политологии – WASP. WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Вот это те люди, которые создали Америку. Для них WASP – это как для нас в советские годы был СССР или КПСС. Так что и Редьярд Киплинг, и Конан Дойль размышлял точно так же, создатель Шерлока Холмса и профессора Челленджера «Затерянного мира», и прекрасный писатель английский разведчик Сомерсет Моэм. Они не оскорбляли Восток, нет, не унижали. Они не были расистами. Они говорили о том, что есть две силы – Запад и Восток, и Запад сильнее, культурнее и цивилизованнее на данном этапе исторического развития. И они просто получают все в честном бою, в честном противостоянии, глядя в глаза друг другу. Мы вас уважаем, говорили они Востоку, но мы вас победим и покорим, потому что мы сильнее. По этому принципу строились все англосаксонские, протестантские, да, в общем-то, и католические империи. А русский подход был совсем другой. Я никого не обвиняю, не говорю, что мы лучше, они хуже, что мы правильные, они неправильные. Нет, просто у нас другая земля,
Другой климат, другая культура, другая история, другие люди, другая конфессия. И как-то все постепенно формировалось иначе. Русский имперский подход сформулировал лучше всего, мне кажется, простой вчерашний крестьянин, красноармеец товарищ Сухов, который сказал: «Восток – дело тонкое». Вот о том, как имперская политика России тонко реализовывалась на Востоке, мы сегодня с вами и поговорим. (1801 год), начало XIX века, первая часть современной Грузии, Картли-Кахетия, была присоединена по многочисленным обращениям грузинских карлико-хетинских царей добровольно и инициативно в состав Российской империи со столицей, городом Тифлисом, то бишь Тбилиси. Грузия не была тогда, напомню, единым государственным образованием. Это территория, населенная близкими этническими народами, очень близкие нам народы по духу, близкие по характеру, христиане тоже южные. Вскоре были присоединены и другие части Грузии, и Меретинское царство, столица Кутаиси, ранее полуавтономное от России Гурийское княжество. Часть княжества традиционных этих земель еще оставалась у турок. В состав России тогда же, в начале XIX века, входит и часть древней Армении. Армяне много раз обращались с просьбой о защите, о покровительстве к русским царям, к императорам. Еще Петру Первому писали, я процитирую: «Нет у нас иной надежды. Мы надеемся только на Бога и твою страну». Один самодержец обращался к другому, князь к императору, на «ты». Это было нормально. Одна вера, христиане, армяне, частично находящиеся под властью османов, мусульман, частично персов, конечно, чувствовали себя комфортнее, ближе к России, к православным. Постепенно частями армянские земли переходили под крыло России, а армяне получали право переселяться на армянские же земли и иные на территории Российской империи. Трудно это очень шло. На протяжении многих десятилетий договорами мирными России как с Персией, так и с Турцией отдельно оговаривалось право армян-христиан переселяться. Их не выпускал никто из Турции либо из Персии. И именно тогда, кстати, армяне стали заселять активные наши южные территории. Вот Сочи, территория современного Краснодара, Ставрополя отчасти. Армяне появились там очень и очень давно. Многих, кстати, приглашали наши правители специально. Когда мы начали осваивать кубанские земли, переехали туда большая часть запорожцев, создавалось сначала Черноморское, потом на основе запорожского кубанское казачье войско на реке Кубань, там, где Терек, там граница с Северным Кавказом, вот там надо защищать южные рубежи, там очень плодородные, прекрасные новые земли. Но тут выяснилось, что запорожцы, конечно, ребята классные, боевые, но как-то не очень торговые они. Вот им главное повоевать или сходить куда-то за зипунами. Часть из них хорошие земледельцы. А вот с торговлей как-то не очень. Раньше в землях Малороссии этим занимались поляки, перепоручая это главным образом еврейским общинам. Где-то греки, татары. Не казачье дело это было, торговля. И тогда Екатерина стала активно привлекать армян. Армяне народ сметливый, предприимчивый в целом. Будущие многие предприниматели тогда появились на наших окраинах, как раз армяне. Это была продуманная политика. Азербайджан, современный Азербайджан, тогда это тоже набор большой тюркских княжеств. Они фактически обособились от ослабевшей сильно Персии. И еще в эпоху персидских походов Петра I нами, как мы помним с вами, было занято все восточное и южное побережье Каспийского моря, включая и современный Баку, и древний Дербент. Потом мы эти земли на какое-то время, к сожалению, потеряли, обратно уступили Персии. Но эти полунезависимые княжества, в общем-то, тянулись к России, потому что с Россией было безопаснее, комфортнее. И тогда же, в начале XIX века, при Александре, 1803-805 год, давайте пометим, чтобы понимать, когда это происходило, Бакинское, Карабахское, Шикинское ханство перешли в состав подданства Российской империи. Я напишу часть Азербайджана. Ну и, конечно, в это же время часть и Армении современной. На этом
такое мирное, спокойное, поступательное приложение к России, к далекому-далекому имперскому петербургскому центру южных ханств, княжеств, их такое спокойное вхождение в состав Российской империи остановилось по внешним причинам, потому что забеспокоились наши традиционные друзья, Британская империя. Это время начала того, что будут потом называть, и длиться это будет век практически, а на самом деле длится и по сей день. Это будет называться временем большой игры. Игра за мировое лидерство, за господство между империей российской и британской. Начинается она с того, что обеспокоенные англичане таким активным, быстрым и мирным движением Российской империи на юг, в Закавказье, начинают активно поддерживать наших соседей-конкурентов, ослабевших, Персию и Турцию. Начали с персов. Чего боялась Британия, не очень понятно, честно говоря. Индия далеко. Она стояла против России поначалу, кажется, вроде бы просто из принципа. В Персию направляются сотни британских военных инструкторов, офицеров, которые готовят персидскую армию, прямо впрямую командуют частями. Ну, все как сегодня, понимаете. Огромное количество британского оружия бесплатно, британские военные займы, кредиты, и даже жалования персидским офицерам и части армии выплачиваются напрямую из британского бюджета. Безвозвратно. То есть Британия начинает в военном плане противостоять России просто руками персов. Далее начинается целая серия поддерживаемой Британией Персии войн против России. Первые войны с Персией до 813 года – это триумф генерала Котляревского. Я не буду здесь подробно вам рассказывать. Нет возможности и времени. Отсылаю вас к своей лекции на лектории Достоевский про генерала Котляревского. Ну, действительно, вот просто былинный герой. Такие люди, я не знаю, как матушка-земля их рождает, таким характером, с такой силой внутренней. Несколько раз воскресший из мертвых. Прошедший от сельского мальчишки, денщика, помощника офицера до прославленного генерала, увешанного наградами, орденами, легенды русской армии. Кавказский Суворов воевал всегда малыми силами против многократно превосходящего противника, проявляя чудеса воинского искусства, смекалки, планирования, храбрости, применения неожиданных приемов. 1810 год, штурм укрепленной крепости, численное превосходство персов против Котляревского, обороняющиеся превосходят численно наступающих в 15 раз. Отряд Котляревского атакует крепость с разных сторон, обходит со стороны горной кручи, нападает с тыла, несколько фальшивых атак с разных сторон. Бойцы Котляревского с одного фланга, с другого врываются в крепость, захватывают ее, а далее невозможно поверить, но потери в гарнизоне 2000 человек. Потери в отряде Котляревского убитыми 7 человек. Вот как так можно воевать? Война тяжелая, грязная, кровавая и ненужное дело. И вообще война за землю – это плохая история. Но другой истории у нас нет. И вся предыдущая история человечества – это так либо иначе, до последнего момента это войны за землю. В этих войнах проявляется доблесть народов, но самое главное – это умение таких самородков, как Котляревский, беречь людей, воевать осторожно, воевать малой кровью, беречь своих. Вот тогда, 810-813 год, война на Кавказе с Персией, а на севере идет война с Наполеоном. Но вот с геополитической точки зрения, на самом деле Закавказский фронт был очень и очень важный. И если в войне с Наполеоном в Европе мы с англичанами союзники, сражаемся плечом к плечу, то в Закавказье и на Кавказе так бывает. Мы противники. Англичане сражаются чужими руками, хотя иногда и напрямую, против нас. Опять же, не надо обижаться, не надо бесконечно стонать по поводу противной англичанки, коварства британцев и того, что они наши вечные враги. Это конкуренция, как в бизнесе. Это большая игра. И в этой игре одно основное правило – ошибок не прощают. И ведется эта большая политическая игра и сейчас. Не в одном месте, а одновременно на многочисленных шахматных досках по всему миру. И ты можешь на одной доске
побеждать и проигрывать эту игру на других досках. И как метко и честно было сказано лордом Пальмерстоном, британским премьером, у Британии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов, только постоянные интересы. Молодец, лорд Пальмерстон, честно и прямо. Так что Британия, поддерживая нас против Наполеона, на Кавказе и в Закавказье планирует нанести нам стратегическое поражение, выражаясь современным языком. Там будет много войн, там будет блестящий Паскевич, триумфальный. Там будет Грибоедов, который в итоге подпишет мирный договор с Персией, очень выгодный для нас. В конце концов, закончится все нашими победами, закончится тем, что вскоре еще два огромных ханства, Ереванское, Еревань – это Ереван, и Начихиванское, тоже присоединятся к Российской империи. Также присоединится и некая часть еще современных азербайджанских земель, а также десятки тысяч армян переедут с персидских и турецких земель к нам в Российскую империю, строя нашу страну, за что мы этому трудолюбивому и древнему народу очень благодарны. Итак, русско-иранская граница определена Паскевичем по итогам русско-персидских войн, руками Грибоедова. И эта граница с Персией продержится незыблемой до 1991 года. Почти 200 лет больше с Ираном не воевали. Мы договорились, мы установили взаимоприемлемую границу. С тех пор поддерживаем дружеские, часто союзнические отношения. Надо сказать, что только вот Сталин в свое время, по окончании Второй мировой войны, но опять же это было продолжение уже войны другими средствами, противостояния с Британией, он обдумывал идею присоединения к нам Южного Азербайджана, создания такой большой Азербайджанской Советской Республики за счет части земель, населенных тюрками, азербайджанцами, говоря современным языком, на самом севере Ирана. Но этот план по многим причинам так и не реализовался. Можно сказать, что к радости современных правителей Ирана, ну и, наверное, к расстройству современных властей Азербайджана, которые тоже наши близкие сейчас друзья и партнеры. Поскольку любая большая игра идет одновременно на нескольких досках, проиграв партию, где за англичан выступали иранцы, персы, они тут же начали параллельно партию следующую. Турция, Османская империя против России. Как бы другая часть Закавказья. И опять большая война с Турцией. Попытки остановить руками турок продвижение Российской империи на Балканах. Там войну выигрывает фельдмаршал Дибич, последний полный георгиевский кавалер ордена Святого Георгия. А на Кавказе новую войну с Турцией выигрывает Паскевич. Паскевич действует блестяще. Тогда в состав Российской империи переходят остатки Грузии, город Поти, другие, и часть старинных земель так называемой древней Большой Армении, Карс, Баязет, Эрзерум. Ну, помним с вами, что у Пушкина путешествие в Эрзерум – это путешествие внутреннее. За границу, в Турцию, Пушкин не выезжал. Это были тогда наши земли, которые блестящими ударами Паскевича заняты и входили на тот момент в состав Российской империи. Нам тогда присоединилось также побережье Черного моря от Кубани до Аджарии. Черноморское побережье Кавказа. Кто помнит советскую программу «Время», в конце прогноз погоды так и звучал. А на Черноморском побережье Кавказа. Спасибо Паскевичу. Как дальше двигалась вот там, на юге в Закавказье, русско-турецкая граница? Если с персами вот она застыла, мирно договорились обо всем, вплоть до последних дней СССР, то русско-турецкая граница находилась в постоянном движении. Ну, во-первых, после победоносной войны мы все-таки Карс и Эрзерум, большой регион исторической Армении, туркам вернули. Политика – это всегда искусство возможного. Такие размены происходят постоянно, по-другому нельзя было, видимо, на тот момент. Но зато армяне активно переселялись на российскую часть Армении. Следующая российско-турецкая война 1877-78 года. Это триумф белого генерала Скобелева на Балканах. Мы все время говорим об этой войне, что вот мы там за братьев славян, за не очень благодарных нам болгар и других.
проливали нашу кровь, освобождали. Да, по итогам этой войны была создана независимая Болгария. Но помимо этого велась война еще и на Кавказском фронте. И там, наконец-то, Батуми и Карская область, это крепости Карс и Эрдоган, посмотрите на карте, большая территория современной Турции, Батуми и Карская область окончательно перешли в состав Российской империи, где, собственно, и пребывали вплоть до революции гражданской войны, пришедшие к власти в Армении ненадолго. Местные националисты в страстном желании понравиться всем, особенно англичанам и американцам, зачем-то Карскую область вернули Турции. Там младотурки пришли к власти, Ататюрк знаменитый, великий турецкий государственный деятель. Мы пытались найти в них союзника, поэтому воевать, исправляя ошибки армянских националистов, Советская Республика просто не смогла. Весь XIX век за Карс проливается кровь русских солдат, и росчерком пера бессмысленных политиков, все вскоре потерявших и власть в Армении потерявших, и удравших из страны, эти исторические армянские имперские области были потеряны. Ничего не поделаешь. Российская империя, сформировав свои закавказские и кавказские территории, стала системно отказываться от этнических названий, переходя к названиям географическим. Тогда появились Тифлисская, Кутаисская, Ереванская, Елизаветпольская, Бакинская губернии, Карская область. Правительство прекрасно понимало, территории эти многонациональные, как лоскутное одеяло. Как только в головах радикалов возникнет вопрос, а чья это земля изначально, а кто здесь был раньше, армяне или тюрки, у кого исторически больше прав, обязательно полыхнет. Слишком этнически, религиозно разное население. Поэтому надо вот этот потенциальный межэтнический конфликт максимально сверху сгладить. Царское правительство очень хорошо помнило, что после турецкого погрома в 1795 году в Тифлисе вырезана была большая часть населения, после чего Грузия и бросилась в объятия Санкт-Петербурга. После этого в Тифлисе, казалось бы, в столице грузинского царства, большинство населения стали составлять армяне. И даже спустя 100 лет по имперской переписи 1897 года грузин 26%, то есть даже меньшинство, русских 28%, армян 30%. Поэтому политика сглаживать межнациональные противоречия в Российской империи была правильной и продуманной, проявлялась даже в географических названиях. Но говоря об обустройстве Закавказья после его вхождения в Россию, я вас опять же адресую к циклу своих лекций по русской истории XIX века, строилась финансовая система. Очень бурно развивалась торговля, потому что торговать стало безопасно. Дороги, нет внутренних пошлин, налогов. Строились заводы, предприятия большие, пришли инвестиции. Появились в Закавказье первые газеты, сети общеобразовательных школ, гимназий, училищ, первые библиотеки, первые театры, причем как и газеты, и на русском, и на национальных языках. Строились курорты в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске не в советские годы, а еще при государях-императорах. Улицы городов стали покрываться мостовыми, возникли бульвары, прекрасные сады, вообще неповторимый облик того, как сейчас выглядит Баку, этот Париж Востока, невероятная красота центра Еревана, города, выстроенного из розового туфа, гостеприимного Тбилиси. Эта архитектурная красота формировалась именно тогда, в XIX веке, после того, как были прекращены войны в Закавказье. Помним, да, Михаил Юрьевич Лермонтов? Грузия цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских наших штыков. Закавказье процветало, и процветание началось именно с вхождением в состав Российской империи. На Северном Кавказе ситуация была другой. Население гордое, но разобщенное. Очень много кланов, племен, народов. Население, привыкшее к традициям. Это понимая, имперская власть попыталась сочетать
общеимперскую систему административного управления, бюрократического, с местной традицией. Там была сформирована довольно своеобразная, если не сказать уникальная, система военно-народного управления. Власть была у военного генерал-губернатора. Действуя по закону гражданского, в то же время не запрашивая санкции Петербурга, наместник на Кавказе имел право сразу применять армию в случае любых неповиновений собственным решением под собственную ответственность. А вот местная администрация – это были не пришлые чиновники из Петербурга. Мы не как англичане, мы не посылали начальников в Индию. Нет. Местные начальники администрации – это местные авторитетные граждане. При этом сохранялся, например, особый порядок суда. Был параллельно местный суд по нормам шариата и вообще по местным обычаям. Единственное, против чего империя, конечно, жестко выступала и чего не допускала в законном порядке, это кровная месть. Исключительно тяжкие уголовные преступления рассматривал уже русский военный суд. Ну и в том случае, если местные не хотели идти в местный суд традиционный по шариату, они могли обратиться в гражданско-военный суд, и тогда эти дела рассматривались. Но мы свои законы, свой уголовный кодекс местным не навязывали. Екатерина II заявляла так, что горцы, кавычки, сами найдут собственную выгоду постепенно в причислении под управление, учрежденной Россией. Они почувствуют, что с нами жить спокойнее, безопаснее, экономически выгоднее, и сами к России придут. Такая интеграция элит, она постепенно шла. Например, был такой княжеский род из города Тарки. Они перешли на службу в империю еще при Елизавете. Далее были отправлены, не поверите куда, в Новую Сербию, смотрите предыдущие лекции, в город Елизаветград. И за особые боевые заслуги перед Русской империей были возведены и в княжеское достоинство империи. И стали князьями Тарковскими. Это, собственно, предки нашего прославленного режиссера Андрея Тарковского. Можем также вспомнить князей черкасских. Это из адыгских черкесов. Тоже переехали, обрусели, входили в высшую государственную элиту Российской империи. Если посмотрите картину «Утро стрелецкой казни» Сурикова, только один боярин с большой окладистой бородой. Это боярин князь Черкасский. Так Петр его уважал, что в порядке исключения к древнему роду черкасских ему разрешил бороду не брить. Больше таких исключений, по-моему, и не сделал никому. С осетинами, аланами. Тоже история древняя, старые связи. Бабушка Александра Невского, к слову сказать, аланская княжна. Другие князья из Кабарды. С ними отношения сложились еще при Иване Грозном. Я напомню, что одна из жен Грозного, Мария Темрюковна, это кабардинская княжна. Интеграция шла. С Кавказом получилось бы, наверное, постепенно так же. Но не всегда и не везде. Я не буду долго рассказывать о Кавказской войне. Тяжелое противостояние, которое длилось почти 50 лет. Важно понимать одно. Опять же, как в шахматной партии. Сложилась такая ситуация, такой цугцванг. Любой ход любой из сторон ухудшал позицию. А с учетом того, что за спиной одного из шахматистов опять же стояла Британия со своим могуществом, деньгами, советниками, оружием, и своими интересами мало, честно говоря, сочетающимися с интересами местных народов, для них главное, чтобы России было хуже, потому что это крупнейший геополитический конкурент. До 1810-х годов, до того момента, когда закавказские территории уже вошли в большом объеме, вслед за Грузией, в состав Российской империи, мы просто ограждали южную границу, строя линию укрепленных постов и стараясь поселить там казаков. Казаки жили по соседству с местными горцами, где-то мирно, где-то иногда сталкивались, но жили. Ситуация была не очень устойчивая. Помните эту старинную колыбельную, которую переписал гениально Михаил Лермонтов? Для понимания атмосферы того времени, вот казачка, молодая, убаюкивает младенца и поет ему: «По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой
старый воин, закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки бою. В понятии «злой чечен» не было ничего обидного и оскорбительного. Даже в документообороте того времени злой чечен или злой татарин, татарами тогда называли, например, азербайджанцев современных, это не потому, что они плохие или характер у них плохой, а злой он в смысле еще незамеренный, не принявший российское подданство. А добрый, то есть хороший черкес, хороший татарин, тот, который уже перешел на службу русского доброго царя. Постепенно, понимая, что надо как-то соединять наши закавказские территории с русским же казачьим югом, Ермолов начинает двигать укрепленные линии пограничные все дальше в горы, основываются новые крепости, крепость Грозная, Кисловодск, Нальчик и Пятигорск – это тоже изначально крепости. Но у ряда горских народов возникло сопротивление, их это не устраивало. Появилась идея джихада, войны не только за землю, но и за веру. Появились харизматичные лидеры, появилось довольно устойчивое военно-теократическое государство, имамат Горного Дагестана и Чечни, объединивший многие племена, кланы горные во главе с Шамилем. Найти компромисс было тяжело. С одной стороны, интересы России надо охранять транспортные артерии, ведущие в наше Закавказье. Поэтому надо постепенно принуждать к покорности весь край, иначе быть не может. А интересы горцев – это наша земля, мы отдавать ее не хотим, подчиняться чужим законам мы не хотим. Плюс Британия, которая активно подыгрывает на разных досках. Ермолов писал интересно тогда, что, кавычки, «России нечего опасаться за свои владения, пока соседями ее с той стороны остаются такие слабые народы, как персияне и турки». Поправим генерала Ермолова. Никакие они не слабые народы. В сравнении с нашей армией, конечно, нам есть чем гордиться. Но, пишет Ермолов, притаись где-то здесь, на Кавказе, англичане, доставь они горцам артиллерию, и вот тогда нам придется укрепляться уже за Доном. Интересы большой игры, геополитики требовали взять под контроль эту территорию, пока не появятся англичане, не снабдят всем необходимым горское сопротивление. Поскольку наша тема не Кавказская война, а расширение империи, поэтому я сразу перейду к итогам. Закончилась война в 1860-е годы. Переломным стало пленение имама Шамиля. Правительство царское поступило не просто тонко, а мудро. По распоряжению Александра II к Шамилю отнеслись не как к пленному врагу, а как находящемуся в гостях главе иностранного государства. Он ездил по России с экскурсиями по пути, осматривал достопримечательности, везде были банкеты в его честь, представляли его местным властям. В районе Харькова Александр II лично встретился с Шамилем, и они вместе принимали военный парад. Далее его поселили в Калуге. Правительство взяло на себя оплату обеспечения его родных, семьи, слуг. Разрешили ему свободное передвижение, он выезжал на хадж в Мекку. И вот результатом такого мудрого окончания тяжелейшей Кавказской войны стало то, что народы Северного Кавказа стали как-то непоразительно не просто опорой царского режима, а еще и элитой императорской армии. Образ жизни воина – это всегда для жителей Северного Кавказа в особом почете. Даже во время войны многие ведь переходили на русскую службу, и семьи подчинялись. И вот офицеры-горцы из этих семей, они очень ценились. И как разведчики, как переводчики, как проводники. Был сформирован еще при Николае I, наверное, вы об этом слышали, специальный гвардейский гордский эскадрон его императорского величества конвоя. Что это означает? Там идет война на Кавказе, а из представителей, присягнувших царю горских народов, вчерашних врагов противников, составлена личная охрана императора. Он доверяет себя своим новым подданным. Психологический ход поразительный, но и в то же время требующий особой смелости со стороны императора и понимания психологии горцев, которые, присягнув, изменить уже не могут, лишаются чести. Это немыслимо. Горский эскадрон был еще и кузницей кадров. Несколько сот офицеров, прошедшие через эту службу
престижную службу в Петербурге, потом стали командирами воинских частей в русской императорской армии. Интересно, что писал тогда всесильный наместник Кавказа князь Борятинский, к слову сказать, однокашник Михаила Лермонтова по кавалерийскому училищу. Процитирую. «Население видит в них, в горских полках, входящих в состав императорской армии, самых отборных своих людей, и боится им противиться, потому что убийство одного из них влечет по горским обычаям месть за кровь». Так что в этом отношении горские полки для усмирения мятежей были, с точки зрения Борятинского, куда эффективнее обычных наших регулярных войск. Там тронешь, до конца жизни тебе родственники мстить будут. Уже в годы Первой мировой войны была даже сформирована отдельная Кавказская туземная конная дивизия, полностью из добровольцев. Геройски воевала на фронтах Первой мировой. Шефом дивизии был младший брат государя-императора. Такое было уважение к представителям Северного Кавказа. Дивизия геройская, как и другие полки добровольческие. Много было награжденных Георгиевским крестом. На Георгиевском кресте изображение святого Георгия, христианского, специально для награждаемых мусульман с Кавказа и Закавказья, заменялось двуглавым орлом, чтобы не ранить их религиозные чувства, чтобы они не носили православного святого христианского. Так вот, что интересно. Во время Первой мировой горцы стали массово требовать награждать их классическим Георгием. Лучше, когда на груди джигит, а не какая-то птичка. Стали награждать обратно настоящим Георгием джигитом. Поговорим о последнем большом крупном территориальном приобретении Российской империи, о Средней Азии, Туркестане. Туркестан – это страна тюрков. Мы называем этот регион Средней Азией, раньше называли Туркестаном, англичане называют Центральной Азией. Сегодня это современная территория Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и юг Казахстана. Тогда, соответственно, в основном Хивинское Каканское ханство, Бухарский Эмират и еще целый ряд территорий разных ханств географически. От Каспия на западе до Монголии на востоке. На юге от границы с Афганистаном, Ираном до, соответственно, наших южных русских владений. В начале XIX века Британскую Индию отделяли от России тысячи километров. Большая часть Средней Азии, этих древних, знаменитых, богатых земель, европейцам, как-то неудивительно, была неизвестна и даже не нанесена на карту. Бухара, Какан, Ташкент – все это в Европе были какие-то дальние, непонятные и очень плохо исследованные земли. После присоединения Закавказья, побед Паскевича над Персией, потом над Турцией, о чем я вам рассказывал в первой части нашей лекции, англичане забеспокоились всерьез и решили, что дальше русские пойдут через Персию к жемчужине британской короны, к Индии. Нужно создать буфер. Нужно открыть большую игру еще на нескольких шахматных досках, чтобы остановить русских. Забеспокоившись, англичане пошли навстречу империи, то есть полезли для начала в Афганистан. С одной стороны, а с другой стороны стали усиленно финансировать Иран как буфер против приближающейся России. Что касается Афганистана, нескольких попыток англичан взять Афганистан под контроль, там все было сложно по-разному, это не были такие классические британские вторжения. Англичане старались действовать с помощью местных элит, отчасти чужими руками, то есть там по классической такой британской методичке, собственно, ничего не меняется по сей день. Сценарий отработан. С демократической спецификой воспроизводится англосаксами довольно успешно из раза в раз на разных территориях. В Афганистане на тот момент была какая-то очередная внутренняя распря между представителями правящих кругов. Был правящий шейх, а был конкурент. Конкурент этот, правда, почему-то находился не в Афганистане, а в Британской Индии, сидел у англичан. И англичане решили его и объявить правильным
правителем Афганистана. Ну, то есть, как бы сейчас сказали, демократическим, при котором афганскому народу, безусловно, станет лучше. Народ афганский, естественно, слезно просил англичан освободить их от власти жестокого тирана и дать своего другого проанглийского хорошего шейха или шаха. Россия тем временем постепенно сдвигается на юг, основывается уже крепость, верная казаками, это город Алма-Ата. В Ташкенте столица туркестанского генерал-губернаторства, там уже туркестанский генерал-губернатор Константин Кауфман, генерал. Кстати, жалко, о нем у нас мало книг и нет фильмов. Это замечательный был человек, один из подвижников военной реформы Милютина. В Польше после польского восстания сменил Муравьева на посту виленского губернатора и продолжал ту же самую политику усмирения Польши, закрыл там 100 католических монастырей, раздавал крестьянам земли. Ну, потом его перевели в Туркестан, где он до смерти и занимался южными туркестанскими делами. И вот Кауфман на острие был нашего постепенного движения в Среднюю Азию. Кстати сказать, это движение в Среднюю Азию, попытка приведения под протекторат России ханств среднеазиатских, ее не все в Петербурге поддерживали. И Милютин, военный министр, и министр иностранных дел Горчаков. Они считали, что делать этого не надо, что это дорого, неэффективно, что Россия потратит на это большие средства и силы. И вообще, зачем включать это население в число подданных империи? Зачем принимать на себя, я цитирую, новые заботы об устройстве и быте и еще ограждении их безопасности? Надо, пусть они там сами разбираются. Но риск был, что не мы пойдем на юг, к нам придут англичане. Плюс ко всему, там же такая очень сложная была военная ситуация. Местные ханы не так, чтобы сильно контролировали собственное население, собственные боевые отряды, поэтому постоянные набеги на наши земли, увод в полон казаков, наших поселенцев, крестьян. Там рабство процветало в Средней Азии. Так что немирные территории. Нужно было как-то брать эту ситуацию под контроль. И вот удалось Кауфману заключить с каканским ханом мирный договор, по которому планировалось взять постепенно под протекторат, под защиту Каканское ханство. Ну, как только этот договор был заключен, и Какант оказался, как бы сейчас сказали, в орбите влияния, не под властью, но в орбите влияния Российской империи, сразу выяснилось, об этом стала писать английская пресса, что хан этот плохой, он злобный и нелегитимный тиран. Ну, дальше все как положено, мятеж, Майдан, все по классике. Детей у них там было немало, у хана обнаружился сын, который не любил отца. Англичане организовали захват власти сыном. Хан понимал, что жизнь его под угрозой, и сбежал в Ташкент под защиту нашего генерала Кауфмана. Дальше военное столкновение. Какант занят войсками Кауфмана и Скобелева. Затем организуется поход на Бухару. Бухарский эмир согласился тоже признать себя вассалом Российской империи. Хивинский хан признает вассалитет, запрещается работорговля на этой территории. Но вот что интересно, финальным аккордом покорения Средней Азии стала Ахалтекинская экспедиция генерала Скобелева и взятие крепости Геоктепе. Это 1880-81 год. Туркмения современная. Скобелев, понимая, что не придем мы, придут англичане, нужно было охватить Каспий со всех сторон. Скобелев, кстати, организовал поход на высоком технологическом уровне. Была построена специальная железная дорога для организации снабжения. Аэростат был в составе нашей армии, телеграф. В общем, самая крутая по тем временам артиллерия, огромное количество верблюдов, прекрасно налаженное снабжение, практически идеальная армия. Геоктепе была мощной крепостью, и предполагалось, что осада займет долгое время, но нет. Штурм. Скобелев овладел крепостью по-суворовски за один день. Оказался при этом великодушным победителем, лечил пленных, всех в городе кормил, никого не казнил. В общем, туркмены были поражены, и никакого после этого джихада и организованного сопротивления не было. При этом вставшие под протекторат России Бухарский и Хивинский хан, Каканское ханство было ликвидировано, а вот Бухарский и Хива
сохранили свою автономность, и они потом уже больше на чужие какие-то посулы не соблазнялись, счастливо правили до самой революции и гражданской войны. Бухарские эмиры получали чины генеральские, ордена, полную свободу. В Железноводск приезжайте, там прекрасно есть дворец Бухарского эмира. Сверили их только в 20-е годы при установлении советской власти. В 1891-94 годах проходит Памирская экспедиция. Устанавливается самая крайняя, самая отдаленная граница в Туркестане на юге Российской империи. Мы там сталкиваемся с афганскими отрядами, непосредственно которые возглавляют английские офицеры. Небольшие боестолкновения, были даже плененные англичане, масса плененных афганцев. Памир фиксируется как зона интересов России, там проходит граница уже по реке Пяндж, и таким образом наступает, кстати сказать, по поводу пленных. Всех пленных и англичан, и афганцев наш командир Памирского отряда просто отпустил. Что с ними делать? Не организовывать же какой-то концлагерь. А потом, спустя несколько лет в Южной Африке, пленных буров будут за колючей проволокой содержать англичане. В первых таким образом организованных концентрационных лагерях. Нет, мы пленных просто отпускали. Наша задача была установить границу, зафиксировать и зафиксировать ее в договоре. Такой договор и был подписан в 1895 году в Лондоне между Россией и Британией, по которому были окончательно разделены зоны интересов в Средней Азии. По реке Пяндж проходила граница, мы признавали Афганистан британской зоной интересов, они признавали все, что севернее российской территории. Персия была независимой, но при этом разделена на некие зоны условного влияния. Северная Персия – российские интересы, Южная Персия – британские. Так закончилось покорение Средней Азии, которое в чем-то проходило военным путем, безусловно, а в чем-то очень даже мирным и естественным. После этого наша администрация и тот же генерал Кауфман активно занимались экономикой, сельским хозяйством, способствовали разведению хлопка, бесплатно раздавали всем желающим семена американского хлопчатника, в Техас отправляли агрономов, закупали сельскохозяйственные машины, поддерживали шелководство и виноградарство. Там, кстати, неплохие вина сейчас в Средней Азии можно попробовать, и узбекские, туркменские. Велась интенсивная застройка городов, закладывались промышленные предприятия, открывались публичные библиотеки, музеи, выпускались первые газеты также на русском и на местных языках. Создавалась целая сеть, десятки школ, средних учебных заведений, детские приюты, а также профессиональные училища, шелководство или, например, учительская семинария для подготовки учителей. В общей сложности за эти годы, благодаря усилиям, в общем, небольших пассионарных отрядов Кауфмана, Скобелева, десятков русских генералов, офицеров, промышленников, агрономов, предпринимателей, купцов, учителей, врачей, России была присоединена гигантская территория, просто гигантская. 1,8 миллиона квадратных километров. Вот такая площадь русского Туркестана. Современная Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и самый юг Казахстана. Это 5 больших объединенных Германий. Всего за несколько лет. Наш рассказ о Востоке, Восток – дело тонкое, будет неполным, если мы не поговорим с вами заодно и о Дальнем Востоке. В те же годы произошло еще одно грандиозное событие – присоединение к России, официальное закрепление за ней Преамурья, гигантских, богатейших и очень красивых территорий. Причем повезло, нам оказался правильный человек на правильной должности в правильное время. И правильные люди его в Петербурге поддерживали. Этот человек – генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев, представитель прекрасной, благородной семьи Муравьевых, целого клана, который дал нам огромное количество великих государственных деятелей, губернаторов, военных, ученых и даже декабристов.
И вот Николай Муравьев, за труды свои удостоившийся потом титула Амурского, обеспечил вхождение в состав России существенной части Дальнего Востока. Кстати сказать, эти события мы тоже будем рассматривать не в отрыве от большой игры. Это тоже была часть большой игры противостояния России с Британией, в общем-то, и с некоторыми другими европейскими государствами. Давайте начнем по порядку. 1840, 41, 42. Что было в это время? На дуэли убить Лермонтов, вы скажете? Да, именно в это время Британия нападает на Китай. Начинается так называемая Первая опиумная война в Китае. Повод потрясающий для войны. Китайские чиновники, этакие негодяи, конфисковали у английских купцов огромный груз опиума. Англичане зарабатывают на контрабанде опиума колоссальные деньги. Ну как же так? Подумаешь, наркотик. Это же частная собственность. И воспользуясь этим как поводом, Британия нападает на Китай, разбивает китайскую армию. Тогда именно англичане и оттяпали себе Гонконг. И в Петербурге понимают, что наша с Китаем граница на Дальнем Востоке как-то начинает все больше и больше приближаться к сфере британских интересов. И надо что-то делать, надо как-то эту границу легитимизировать. Она ведь там даже не определена, это ничейные земли. Поэтому сразу же после окончания этой первой опиумной англо-китайской войны губернатор Николай Муравьев предлагает план занять левый берег Амура русскими военными постами, вплоть до Устья, и Сахалин тоже надо занимать, пока там не нарисовались англичане. Организуется экспедиция капитана Невельского. Он обследует детальный регион. Карт региона не было. Мы не понимали вообще, какие земли рядом с нами находятся. И китайцы тоже этого не понимали. Он составляет карты региона. Только тогда выясняется, что Сахалин – это, оказывается, остров. До этого считалось, что это часть материка. Более того, Невельской заходит в устье Амура, исследует фарватер. Выясняется, что Амур вполне может быть судоходной рекой, то есть транспортной артерией. Поэтому необходимо ее контролировать. И в устье Амура закладывает военный форт. Это нынешний город Николаевск на Амуре. Поднимает там флаг Российской империи и объявляет все земли вокруг, которые он исследовал, территория Российской империи. Никаких полномочий на это Невельской не имеет. Но Муравьев его поддерживает. В Петербурге страшный скандал. Невельского пытаются разжаловать, от приобретения там отказаться, потому что подумают в Лондоне? Ведь можно спровоцировать международный конфликт. Ну, слава богу, была создана специальная комиссия. Николай I поддержал. Сказано было по этому поводу знаменитая фраза: «Там, где флаг русский единожды поднят, спускаться он не должен». И эти земли закрепляются за Россией. А Муравьеву даются полномочия вести самостоятельно, не спрашивая Петербурга, на свое усмотрение переговоры с Китаем о демаркации границы. Мы верим, что Муравьев выторгует по максимуму. И об освоении этих земель. Условие только одно – без войны. Вести переговоры по-мирному, как сказал Николай I, чтобы даже запаха дымного пороха не было. Муравьеву даются полномочия, он во многом за свой счет основывает десятки казачьих станиц, они заселяются казаками, образуются несколько казачьих войск, и, наконец, к 1860 году подписываются финальные договора и фиксируется граница с Китаем по этой территории. Упрощенно, с одной стороны Амура Россия, с другой стороны Амура Китай. Тогда же основывается по инициативе Муравьева и силами наших казаков Благовещенск, Хабаровск и военный пост на территории Владивостока. Ну и слава богу, наш великий первопроходец, о котором мы говорили на предыдущих лекциях, Ерофей Хабаров, таким образом был увековечен в названии замечательного города. Муравьев же выдвигает идею и строительства Транссиба, железной дороги, которая свяжет центральную Россию с Дальним Востоком. Идея эта была реализована уже после Муравьева, но это его идея. Памятник Муравьеву в Хабаровске, памятник, изображенный у нас на 5000-й купюре, это достойная дань памяти достойнейшему человеку. У нас, кстати, установились после этих договоров самые добрые отношения с Китаем. Свобода торговли нашим в Китае, китайцам у нас. При этом, что любопытно, тоже эксклюзивная совершенно вещь, и китайские купцы у нас, и наши предприниматели в Китае
были выведены из-под юрисдикции иностранной, то есть они пользовались правами дипломатов. Если они что-то нарушали, их судили не по законам страны пребывания, а уже вернув к себе. Это большая безопасность на самом деле. Духовные миссии наши открывались в Китае, даже в современном Китае этого нет. А тогда активно работали православные миссионеры. В общем, Китай, честно говоря, видел в России доброго соседа, который не заваливает страну наркотиками, не атакует. А так, кстати, вскоре началась уже Вторая опиумная война, новая агрессия уже Англии и Франции против Китая. Причем иностранные войска впервые проникли в Северный Китай, захватили Пекин тогда. Так что усилия Муравьева по демаркации границы по Амуру и по заселению Преамурья были более чем своевременны. Не поставил бы там военные посты Муравьев, можно быть убежденным, что через годы там были бы военные посты, причем не китайские, а, возможно, и европейских держав. Что еще раз говорит о чем? Расширяться, двигаться, обозначать границы империи надо вовремя. Время терять нельзя. Историческое окно возможностей открывается не на долгий срок. И если это время потерять, если профукать, то наши конкуренты, они никогда большую игру на самом деле не останавливают. На многочисленных, разбросанных по планете шахматных досках. Сегодня ты не поставил здесь свой флаг и свой форпост, завтра это окно возможностей закроется, и на его месте будет железная дверь, установленная англосаксами. Завтра это окно заложат кирпичом. Завтра это место зальют бетоном. Завтра там поставят вместо нашего казачьего поста хаймерсы, патриоты и всякого рода прочие вампиры. И будет большая проблема. Все надо делать вовремя. Так что на этом мы заканчиваем наш рассказ о русской имперской политике на Востоке. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.